Кореец, японец или китаец? Или почему я не могу встречаться с русскими парнями? У азиатов маленький. Ой, как я с ними замучилась. Когда мне сделали предложение в 19 лет, мои розовые очки просто разбились. Мне тогда секс вообще не нравился. Одна из немногих причин, почему я хотела мэрить визу. Общество знает прекрасно о существовании вот таких вот борделей. Это, наверное, звучало сейчас немножко дико. Секс с корейцами тоже очень специфический, потому что там это просто ужас. Если, не дай бог, жена узнает, ему все, он мертвый. Изначально я думаю, что он дурак, ты вторгаешься в мое личное пространство. У меня реально что-то не так с головой? К самой пикантной теме этого видео. Кто с вами еще так откровенно поговорит? Я не такая. Я жду трамвая. Дорамный персонаж спустился с небес, и он мог ее спокойно и добровольно повезти в мотель. Скорее всего, что вас кинут после этого. Сам половой акт с китайцем довольно специфическая история. Было да сплыло. У них все нормально в штанах. Такая кувалда. Реально хороший вариант на одну ночь. А у меня был довольно большой опыт, поверьте мне. Мне нужен муж иностранец. Я выбираю Аня. Конечно же, тема общения также важна, как и тема английского языка, в том числе шутки. Сразу скажу, что корейцы и японцы вообще не понимают шуток. Точнее, они не понимают скорее русскоговорящих людей, когда мы пытаемся шутить. Потому что в нашем общении между русскоговорящими ребятами очень много сарказма. Really? Мы его используем постоянно, 24/7, мы разговариваем черным юмором, сарказмом, говорим очень жуткие шутки. Китайцы просто делают вид, что вот они пропустили шутку. Корейцы делают это вот прекрасное, мое любимое не. Типа поняли, на самом деле нет. А японцы просто обижаются. Это факт. На первое место все-таки, наверное, поставлю русских, потому что если ты ссоришься, можно с ними всегда все обсудить. На второе место поставлю китайцев, потому что я никогда с ними не ссорилась, никогда не было тем для ссор. На третьем месте я поставлю японцев, потому что перед японцем ты можешь просто извиниться, объяснить, что ты хотел, но самое главное — это извинение. И, в принципе, он тебя простил. А вот корейцы — это, девочки, ужас! Ненавижу, как ссорятся корейцы. Чтобы вы понимали, они типа никогда не ссорятся. Корейцы в редких случаях скажут, когда что-то не так. Но в основном они будут делать вид, что все нормально, а потом начнут тебя гостить. Гостинг — очень распространенная тема в Южной Корее. Это когда, например, у вас все было хорошо, в моменте ты начинаешь писать человеку, а он просто пропадает, исчезает. Все, его нет. Ты можешь ему звонить и так далее. Никто не будет брать трубки. Особенно часто происходит после сексуальных взаимоотношений, поэтому, девчонки, это тоже я вам чуть попозже расскажу. Корейцы очень специфически ведут себя после ссор и во время ссор. Если вы с ним поссорились, они будут делать вид, что они обиделись, либо все нормально, но не обращать на вас внимания, как будто вас просто не существует. Также они очень сильно любят, помимо гостинга, использовать газлайтинг. То есть, например, ситуация. Ты говоришь человеку: дорогой, почему ты пришел в 10 вечера? Мы же договаривались, что ты придешь в 9. Нет, я пришел в 9. Я вообще пришел в 8:40. Почему ты на меня наезжаешь? Изначально ты думаешь, что он Дурак. А со временем, когда это очень часто происходит, ты думаешь: блин, может, у меня реально что-то не так с головой? Вот корейцы очень часто это используют, что девушки, что мужчины, поэтому будьте осторожны и с газлайтингом, и с гостингом. Японцы на самом деле действительно очень терпеливые, они не скажут вам лишний раз каких-то претензий. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Если раньше люди думали, что японцы довольно лицемерные, что они всегда улыбаются, на самом деле не так. Они просто не хотят ставить тебя в неловкое положение в обществе. Но как только вы остаетесь наедине, они всегда прямолинейно спрашивают вопросы. В этом они очень похожи на русских, русскоговорящих ребят. Когда нам что-то не нравится, мы говорим прямо. Только отличие, когда русскоговорящий человек может сказать это в обществе, японец никогда себе этого не позволит, но наедине он обязательно вам скажет или спросит, если его что-то не устраивает. А вот корейцы, наоборот, они могут делать вид, что у них все прекрасно, что у вас в отношениях все прекрасно, а потом взять и пропасть или резко сказать, что ты мне не нравишься. Потому что корейцы в основном считают, что им проще закрыться, что проще это пережить, и если это само собой не разруливается, то bye-bye, baby, я найду другую. Поэтому мой небольшой совет: если вы встречаетесь с корейцем, обязательно говорите о своих проблемах и говорите, как вы себя чувствуете. Правда, единственный есть минус, что корейцы очень консервативны,
и навряд ли они будут вас слушать. То есть, да, действительно, они попытаются что-либо сделать, но в сферу своего воспитания, скорее всего, никаких особо критических изменений не произойдет. Конечно же, очень важная тема — это тема такого языка любви, как помощь. В контексте нашего видео это когда мужчина помогает девушке. Первое место я выведу и китайцев, и русскоговорящих ребят. В России, в частности, и в Китае принято мужчине помогать женщине. Но я скажу сразу, что в Корее и в Японии также мужчины могут помогать и помогают девушкам. Really? Начнем с японцев. Очень интересная структура у них помощи. У них не принято помогать незнакомому человеку. То есть, например, было очень часто, когда я с 2 огромными тяжелыми чемоданами спускалась по лестницам и не могла их даже поднять, японцы просто проходили мимо. Да, мне могли помочь женщины, но мужчины мне не помогали. Было, наверное, только пару раз. Абсолютно другая история в России. Неважно, сколько у меня чемоданов или сумок, мне всегда поможет мужчина. Также неважно, сколько ему лет. Обычно русские мужчины даже не спрашивают, чтобы помочь. Возможно, японок, кореянок это бы поставило в ступор, типа, как так? Ты вторгаешься в мое личное пространство. Девочки, это не вторжение в личное пространство, потому что ты слабая женщина, позволь мужчине о тебе позаботиться, даже незнакомому. Если вы встречаетесь с японцем или у вас друзья японцы, они вам всегда помогут. Однако в этом есть нюанс. Когда помогают японцы, это не столько из-за воспитания, сколько из-за комплимента. Мои друзья японцы, когда мне часто помогали, говорили такую фразу: «Как я могу тебе не помочь? Я же джентльмен». И я очень часто слышала от японцев такую фразу: «Ну я же джентльмен, я же хороший человек». То есть они ждут твоего одобрения, что он джентльмен, что он хороший человек. И вот эта культура быть джентльменом, но не культура того, что я действительно хочу помочь, меня, конечно, немножко напрягало. Потому что в России человек просто воспитан так, что он должен помочь. Это входит как будто бы в обязательство. В Китае ребята также всегда помогают, но единственный момент, что им нравится похвала. Когда ты скажешь: «Боже, ты у меня такой хороший, ты такой классный, ты такой лучший». Для вас китаец после этих слов еще в 2 раза больше сделает. Ну, примерно то же самое, как с русскими, но русские думают, что тебе что-то от него надо, а китайцы действительно считают, что да, я такой мужчина, такой хороший, куплю тебе Бентли. Ладно, это шутка. Ну и корейцы. О, боже мой, это вообще очень интересная нация. Они всегда помогают девушкам, которые им нравятся, всегда помогают своей девушке, если хорошие отношения, но как только вы поссорились или произошло недопонимание, он начинает тебя игнорировать. То есть, допустим, вы поссорились и еще не помирились, у тебя есть какая-то проблема дома, в бытовых делах, он может просто на тебя смотреть и игнорировать. Очень маленький процент корейцев, которые действительно захотят с тобой помириться, подойти, помочь, ну и завести диалог. Это будет очень редко. В основном он может просто так вот смотреть, говорить, что он понимает, что нужно помочь, но помогать он не будет, потому что он обиделся. Кстати, в России тоже есть такая история, поэтому тут, к сожалению, шкалу я не могу никакую сделать. Ну что, ребята, мы подошли с вами к самой пикантной теме этого видео, и, конечно же, это тема про любовные сексуальные отношения. Сразу скажу, что есть очень много факторов, по которым это можно оценить, и действительно я выбираю азиатов, а не русских из этих факторов, но обо всем поподробнее. Конечно, давайте начнем с наших любимых корейцев. Если честно, у меня иногда складывается ощущение, что им пишут какие-то определенные брошюры, по которым они встречаются с девушками, либо доводят отношения до именно постели. Sex? Yes, please. Например, вы пошли в клуб, хотели познакомиться с красивым корейцем, но, возможно, он к вам не подошел в клубе, вы выходите из клуба, и тут же он к вам подходит, начинает знакомиться. Вы можете скинуть это на то, что он стеснялся и так далее. Но нет. Очень часто так делают корейцы, когда проверяют девочек, насколько она пьяна, какая у нее консистенция. Если кореец понимает, что вы такая достаточно уже пьяненькая и хорошенькая, он может позвать вас к себе домой покушать рамен, чтобы вы отошли. Не в мирной, конечно, а почувствовали себя лучше. Но на самом деле, если вас зовут покушать домой рамен, то это то же самое, как в России позвать на чай. Ну, вы понимаете, чем это все заканчивается. Но корейцы уже прочухали эту тему, что мы понимаем, когда нас зовут есть рамен, что я не такая, я жду трамвая, и они зовут в щиктанки. Щиктанки — это такие ресторанчики, например, где самгипсальный, когда они зовут вот в щиктанку, чтобы вы покушали, почувствовали себя лучше. Они заказывают, конечно же, алкоголь, потому что какой самгипсаль без
без алкоголя. Продолжают больше напаивать девочку, чтобы она уже была в состоянии нестояния, и он мог ее спокойно и добровольно повести в мотель. Кстати, культура мотелей в Японии и в Корее очень сильно распространена. В Китае я такого особо сильно не замечала, это как-то более скрытно, как и в России, у нас, в принципе, просто отели. А вот мотели, особенно в Японии, их даже больше, чем в Корее, на каждом углу. Я уже рассказывала в одном из своих видео, почему культура мотелей так сильно распространена. Не буду сейчас об этом говорить. На самом деле у корейцев довольно прикольная манера общения, когда они еще не встречаются с девушкой, и у них не было никаких сексуальных связей, они действительно выглядят как идеальные парни. Они делают все, что ты попросишь, ведут себя, как будто бы этот самый дорамный персонаж спустился с небес, и он делает абсолютно все для девушки, которая ему нравится, будто бы это судьбоносная встреча. Но как только вы переспали, конечно, кореец будет вести себя хорошо, еще буквально несколько часов, дай бог. А вообще они любят пропадать, гостить и так далее. То есть это абсолютно нормально, когда вы встречаете идеального опу, у вас прекрасное общение, вы созданы друг для друга, а на следующее утро он просто пропадает. Хотя до этого мог даже дать свои контакты. Девочки, не ведитесь на это, корейцы действительно очень часто пропадают. К сожалению, это просто в их культуре. Что мне нравится в корейцах? Действительно, это манера общения перед свиданием в постели просто идеальная. Корейцы прекрасно понимают, что из-за того, что сейчас идет мода на дорамы, да и в принципе это было до этого, они просто ведут себя так же, как дорамные мальчики. И, конечно, девочки, которые только приехали в Корею, насмотрелись дорам и встречают такого опу в жизни, они думают, боже, это судьба. Но на самом деле, к сожалению, это просто определенная манера поведения, и к ней надо привыкнуть. Скорее всего, что вас кинут после этого. Меня, кстати, кидали не часто, но такое бывало, что даже если я потом видела этих ребят, я могла спокойно поздороваться и так далее, а корейцам это было так необычно, что я такая, привет, а меня просто то, чтобы игнорили, такие, ну привет. Конечно, в культуре у них тоже так же, как у японцев, не принято после того, как вы расстались, переспали и так далее, не общаетесь и случайно встретились на улице, поздороваться. Хотя в России это абсолютно нормально. Типа, да, было, да сплыло. Привет, друг, привет, подруга. Это, конечно, мне больше нравится в русскоговорящих ребятах. Секс с корейцами тоже очень специфический, потому что, если честно, мне в большинстве случаев кажется, что они кайфуют сами от себя. У русских тоже есть такой прикол, когда они спят с девушкой, и ощущение, что они больше хотят не дать девушке, и не то чтобы даже получить, а кайфануть от самого себя. Это очень специфически, ребята, не делайте так, потому что мы тоже это все чувствуем, если честно. Русскоговорящие будто бы делают как вот надо. Корейцы делают для того, чтобы девушка получила удовольствие, но в то же время они кайфуют от того, что она получает удовольствие, потому что он такой крутой, классный, замечательный. Китайцы, девочки, я вас огорчу. К сожалению, сам половой акт с китайцем довольно специфическая история, но то, как они ублажают девушек, это просто о май гад. С китайцами можно не спать. Можно просто, чтобы они вам делали приятное, водили вас в ресторанчики, все такое, это у них просто идеально. Потому что, к сожалению, с размерами, ну, что-то как-то среднее. Я бы не сказала, что прям вау. Просто среднее, просто хорошие ребята и все. Хорошие друзья. Друзья. С японцами тоже очень интересная история. Прелюдия у японцев обычная, секс, в принципе, стандартный, нормальный. Но как с ними приятно проводить время после девочки, вы просто не представляете. Спокойно выходить из мотеля, даже то, что у них есть культура такая, разбежались и расстались, все равно вы чувствуете себя любимой женщиной. Хочу разрушить этот миф. У корейцев, китайцев и японцев нифига не маленький пенис. Извините, что я использую это слово медицинского характера, но у них все нормально в штанах. Почему-то японцы и корейцы, в частности, китайцы, очень сильно переживают на тему того, что вот у русскоговорящих и европейцев там вот такая кувалда, и девочкам ничего не понравится. На самом деле, я вам раскрою, мальчики, одну тайну. Вот такая кувалда почти никому не нужна, потому что ты хочешь кайфовать и наслаждаться этим временем, проведенным в постели вместе со своим партнером, нежели страдать и так далее. Нет, мы, конечно, любим страдать по-своему, но не
от этого. Есть вот такой миф, то, что у азиатов маленький, это все просто вранье. Я не знаю, откуда это взято. Если сравнивать по размерам, давайте будем откровенны. Кто с вами еще так откровенно поговорит? Самые большие у японцев. На втором месте русскоговорящие корейцы, у них примерно одинаковые, и на третьем месте китайцы. Вот так это выглядит на самом деле. Европейцы по длине примерно на уровне между китайцами и корейцами, а по ширине между русскими и японцами. Так что, девочки, выбирайте вам. Конечно, встречаются люди во всех национальностях с разными размерами. То же самое, как у девушек. Либо есть грудь, либо ее нет. Так что размер не везде имеет значение. Имеет значение, что и как, что делает. Я очень откровенно говорю. С вами можем еще больше поговорить на такие откровенные вещи, но, надеюсь, я никого тут не смутила своими фразочками. Кого бы я посоветовала чисто в плане парня? Давайте по возрастам. Если вы хотите серьезные, классные отношения, где вы будете королевой, принцессой, вообще любимой, классной женщиной, и вы хотите развиваться в плане языковых форматов, в плане культурных форматов, не имеете каких-либо предубеждений на тему людей, и также вы не брюзга, то я советую вам китайца. Если вы хотите замуж, вот реально хороший вариант. Если вы хотите просто серьезные отношения, где вас понимают, и вам комфортно общаться, я советую вам все-таки русского парня. Если вы хотите такие отношения, как в студенческом или школьном сериале, я советую, конечно, вам корейца. Потому что это такие люди, которые будут постоянно переписываться, которые всегда тебе напишут «доброе утро», вы всегда будете ходить с ними кушать и так далее. Но для меня иногда они бывают скучны, потому что из каких-то прикольных увлечений у них очень маленький спектр. Ну и, конечно же, японцы. Если вы хотите отношения на одну ночь, я советую вам японца. Он о вас забудет, как и кореец, хотя тоже там одинаковая история. Ну, конечно, это все шутки. С японцем тоже можно строить отношения. Это что-то между русским и китайцем, я бы сказала. Немножечко с долькой корейца. В японца очень легко влюбиться. Если корейцы можно только очароваться, а потом розовые очки очень быстро рушатся. В японца ты влюбляешься постепенно, у меня так было, я, к сожалению, кстати, не призналась так и в чувствах своих, и запоминается это, конечно, надолго. Но у них тоже есть свои нюансы, которые стоит учитывать, особенно нюансы в плане отношений, серьезных отношений. Если захотите, я тоже об этом все расскажу, пишите в комментарии, обязательно любая тема, которая вас заинтересует, пишите, мы на эту тему с вами снимем видео. В конце я скажу про мой выбор, кого я выбираю. Я выбираю корейца. Я в этом видео очень много нехороших вещей про них сказала. Ну и почему же я сделала такой выбор, хочу это обосновать. Я так много встречала людей и понимаю, что как-то по вайбу, именно человеческому, мне больше подходят корейцы. По моему восприятию мужчины, потому что у меня оно очень сильно отличается от восприятия стандартной русской девушки, стандартной русскоговорящей девушки. Я это говорю именно по своему опыту и по опыту своих подруг. Потому что многие вещи, которые я не готова терпеть, многие русскоговорящие девочки терпят. Многие вещи, которые я прощаю, русскоговорящие девочки не терпят. Возможно, из-за того, что у меня больше были такие отношения не серьезные, а в плане отношения с Сом. И действительно в этих отношениях чувствовала себя принцессой. Если бы, наверное, я хотела какие-то серьезные отношения, я бы, наверное, все-таки выбрала китайца. Почему не русскоговорящего парня? Потому что они уже были, я понимаю, что мне с ними немножко скучновато, наверное. В то же время я люблю познавать другую культуру. Есть такие нюансы, когда лучше помолчать, а когда вы с человеком росли в одной стране или знаете менталитет друг друга, иногда промолчать не удается, и это вызывает очень много скандалов, конфликтов. В принципе, я не конфликтный человек, но все равно недопониманий у меня возникало в отношениях больше с русскими, нежели с азиатами. Я чувствую себя более комфортно, когда я нахожусь с азиатом, ну и в том числе в постели также. Мне нужен муж иностранец. Мне легче в каких-то моментах, наверное, с ними, чем с русскоговорящими. Друзья, русскоговорящие — это круто, но то, как ко мне относятся азиаты, и то, как ко мне относятся русские, европейцы, это абсолютно разные миры, разные вселенные. И там, где чувствую себя больше любимой, это, конечно, все азиатская история. Есть, конечно, нюансы, которые мне раньше не нравились, и это я вам тоже очень честно скажу. Азиаты, они не бреются, это факт. Меня раньше это очень жутко триггерило, потому что я занималась профессиональным плаванием, я привыкла, когда мужчина весь полностью чистый, и русскоговорящие ребята тоже почти всегда чистые, а тут как бы... Но скажу нюансы. Во-первых, к этому привыкаешь, а во-вторых,
волос азиатский, именно который находится в паховой зоне и который находится в зоне бикини. Он мягкий, он почти не ощущается, и у них действительно нет запаха. Да, они потеют, но у них нет запаха. На данный момент я говорю про корейцев и про японцев. У китайцев есть запах, как и у русских. Вообще выйду за какого-нибудь я Ваню из соседней деревни, как говорится, и все, и буду жить счастливо, и доить коров, и все у нас будет хорошо и классно. Я советую вам просто путешествовать со своим любимым человеком, и неважно, какой национальности он будет, самое главное, чтобы он вас любил, обожал, на руках носил, дарил подарки, ну и вообще понимал вас, и вы чувствовали себя комфортно, прекрасно и замечательно. Я надеюсь, что у вас будет все хорошо, вы любимы, и вы любите, и наслаждайтесь своей жизнью. И даже если какие-то случаются недопонимания в отношениях, вы их можете решить. А если вы еще не нашли свою вторую половинку, то обязательно ее найдете. Ну что, ребятки, надеюсь, вам всем очень понравилось это видео. А если нет, то пишите свои злобные комментарии, будем на них отвечать вместе. Пел. Но если серьезно, то я очень рада, что я вернулась на YouTube. Я надеюсь, вы тоже. Всех жду в мою маленькую семью. Надеюсь, она однажды станет очень-очень большой. Желаю всем найти вашу вторую половинку, ну или просто дорогих и близких к сердцу людей. Ну а если они у вас уже есть, не забывайте проводить с ними почаще время. А мы пока пойдем. Всем аньонсайо! С вами была я, Сашулька. Увидимся. До новых встреч. Та-да! Ну, все, закончилось!